Знаете это чувство, когда смотрите на знакомую, а может быть, вспоминаете свой собственный опыт и совершенно не понимаете логики происходящего? Вот перед вами отличный надежный парень. Он перезванивает, держит слово, заботится, интересуется вашими делами и помнит, как зовут вашу собаку. Но внутри почему-то полная пустота. Вы говорите себе или подругам: он слишком хороший, искры нет, химии не случилось. Мне с ним скучно. А потом появляется кто-то другой, дерзкий, непредсказуемый, эмоционально отстраненный или даже холодный. Тот, кто может исчезнуть на неделю без объяснения причин, а потом написать среди ночи одно короткое сообщение. И вдруг происходит взрыв. Бабочки в животе сходят с ума. Сон пропадает. Вся жизнь концентрируется вокруг одного этого человека. Со стороны кажется, что это какая-то глобальная поломка здравого смысла. Зачем рациональный человеческий мозг добровольно выбирает того, кто гарантированно принесет страдания? Но парадокс заключается в том, что для нашего мозга никакой ошибки здесь нет. Он работает абсолютно исправно. Просто он опирается на программы, которые были написаны сотни тысяч лет назад, и щедро заливает их мощным нейрохимическим коктейлем. Чтобы понять эту механику, нам нужно посмотреть на то, как формировался наш вид. В эволюционной биологии существует концепция, которая называется стратегией быстрой жизни. Представьте суровые условия первобытного мира. Там горизонт планирования часто был равен 1 дню. В той среде выживали и оставляли потомство не самые добрые, чуткие и рефлексирующие. Выживали самые дерзкие, агрессивные, способные идти на риск и отбирать ресурсы у других. В современной психологии эти качества объединяют в понятие темной триады. Это коктейль из 3 черт личности – нарциссизма, макиавеллизма и психопатии. Звучит как пугающий медицинский диагноз, но на деле это эволюционный инструмент адаптации. Люди с ярко выраженной темной триадой импульсивны, невероятно харизматичны, они легко манипулируют другими и всегда ставят свои личные интересы на абсолютно первое место. Когда женщина встречает такого мужчину, ее древние подкорковые структуры мозга считывают эти сигналы не как надвигающуюся угрозу, а как проявление силы. Его агрессия и напористость воспринимаются лимбической системой как способность защитить семью от хищников и врагов. Эгоцентризм считывается как непоколебимая уверенность вожака. Мозг делает мгновенный, неосознанный и безапелляционный вывод. Этот самец доминантен, у него сильные гены. Рядом с ним я и мое потомство точно выживем. Эта когнитивная ловушка называется иллюзией телохранителя. Женщина подсознательно надеется, что вся эта первобытная ярость и жесткость будет направлена исключительно на защиту ее самой от внешнего жестокого мира. Мозг в этот момент изящно блокирует логическое понимание того факта, что в современных реалиях эта самая агрессия очень скоро обернется против нее самой. Но наш мозг не просто сканирует поведение партнера, он еще и тесно связан с нашим собственным гормональным фоном. Существует потрясающая эволюционная теория, которая называется гипотезой овуляторного сдвига. Если проследить за выбором женщин на протяжении всего лишь одного менструального цикла, можно увидеть удивительную картину. В те несколько дней, когда вероятность зачатия достигает максимума, предпочтения женщины резко меняются. Ее мозг начинает активно и целенаправленно искать маркеры хороших генов. В этот период женщинам становится физически более привлекательны мужчины с высоким уровнем тестостерона. У таких мужчин обычно чуть шире скулы, ниже голос, и они демонстрируют то самое доминантное, а порой откровенно бунтарское поведение. В этот короткий фертильный период женский мозг подкидывает мощнейшую когнитивную иллюзию. Ей начинает казаться, что она способна укротить этого бунтаря. Что именно ее уникальность, ее любовь и забота заставят этого дикого хищника стать верным домашним псом и трепетным отцом. Когда фертильное окно закрывается, предпочтения возвращаются к норме, и мозг снова начинает высоко ценить стабильность, заботу и надежность. Но проблема в том, что к этому моменту ловушка привязанности часто уже захлопнулась. И здесь мы переходим к самому главному механизму. Если эволюция — это фундамент, то нейробиология — это сверхпрочный клей,
который намертво удерживает женщину в таких деструктивных отношениях. Главный архитектор этой зависимости – нейромедиатор дофамин. Мы привыкли думать из популярной психологии, что дофамин – это гормон удовольствия. Но это большое заблуждение. Дофамин – это гормон предвкушения удовольствия. Он выделяется нашим мозгом для того, чтобы заставить нас действовать, двигаться вперед, искать награду. Как ведет себя надежный и стабильный партнер? Он предсказуем. Ваш мозг точно знает, что вечером будет совместный ужин, а завтра утром теплое сообщение. Система вознаграждения быстро к этому адаптируется. Уровень дофамина остается ровным, без скачков. Мозг говорит: тут все понятно, ресурс надежно получен, можно расслабиться. И именно это эволюционное расслабление мы в современном мире часто называем скукой в отношениях. А теперь посмотрите на механику так называемого плохого парня. Его главное и самое мощное оружие — это непредсказуемость. В психологии животных и людей это называется перемежающимся подкреплением. Сегодня он осыпает вас вниманием, смотрит в глаза так, словно вы единственная женщина на планету, и ваш мозг получает колоссальную, оглушающую дозу дофамина. А завтра он внезапно исчезает. Он отвечает односложно. Он становится ледяным. Ваш мозг оказывается в состоянии паники. Награда только что была прямо здесь. Где она? Уровень дофамина резко взлетает до небес, заставляя вас проверять экран телефона каждые 5 минут. Мучительно искать причины в себе, пытаться срочно заслужить прежние теплые отношения. Когда он, наконец, пишет сухое «привет» после 3 дней молчания, ваш мозг выдает еще одну невероятно мощную вспышку дофамина от облегчения. Эта схема работы мозга один в один копирует механизм тяжелой зависимости от игровых автоматов. Игрок никогда не знает, в какой момент выпадет джекпот. Награда вероятна, но она совершенно не гарантирована. И именно эта мучительная неопределенность создает самую сильную химическую привязанность, на которую только способен человеческий мозг. Те самые бабочки в животе, которые мы так часто романтизируем, это вовсе небольшая любовь. Это жесткая дофаминовая ломка вперемешку с кортизолом, главным гормоном стресса. Но возникает закономерный вопрос. Почему одни женщины после первого же необъяснимого исчезновения партнера говорят «жесткое прощай», а другие остаются качаться на этих эмоциональных качелях годами? Здесь в игру вступают нейронные связи, которые были сформированы в самом раннем детстве. Детский мозг учится формуле любви, наблюдая за значимыми взрослыми. Если фигура отца была эмоционально холодной, отстраненной, непредсказуемой, или если его скупое внимание нужно было тяжело заслуживать идеальным послушанием или 5 в школе, мозг ребенка записывает очень четкий и жестокий алгоритм. Он усваивает, что любовь — это тяжелый труд. Любовь обязательно нужно выстрадать. Вырастая, такая женщина формирует то, что нейробиологи называют тревожным типом привязанности. Когда она встречает предсказуемого, открытого и стабильно любящего мужчину, ее мозг буквально не узнает этот паттерн поведения. Для ее нейронных сетей это просто не является любовью, потому что в этом нет привычного страдания и надрыва. Зато, встретив эмоционально избегающего, сложного мужчину, мозг радуется узнаванию. О, это очень знакомая схема. Я точно знаю, что здесь нужно делать. Включается мощная бессознательная попытка переиграть свою старую детскую травму, но уже со счастливым финалом. Мозг искренне верит, если я буду достаточно хороший, если я спасу его своей безграничной любовью, он наконец-то изменится. И тогда я получу ту самую безусловную и абсолютную любовь, которой мне так отчаянно не хватило в детстве. Это когнитивное искажение часто называют комплексом спасателя. Женщина смотрит на жесткого, циничного и холодного мужчину, но видит в нем раненого, недолюбленного в детстве маленького мальчика. Ей искренне кажется, что вся его агрессия — это просто защитный панцирь, под которым скрывается невероятно нежная и ранимая душа. И только она одна обладает уникальным ключом от этого замка. В этом есть скрытая и очень тонкая игра эго. Признать себя той самой единственной избранной, ради которой закоренелый плохой парень наконец-то станет хорошим. Все это не просто красивые литературные метафоры, это подтвержденные научные факты.
Известный исследователь Питер Джонасон из одного крупного университета провел масштабную серию поведенческих экспериментов, внимательно изучая мужчин с ярко выраженными чертами темной триады. Анализ данных показал удивительную вещь. У таких мужчин в среднем значительно больше романтических историй и партнерш. Их врожденная наглость, напор и непоколебимая самоуверенность работают как мощнейший биологический магнит. Этот магнит буквально пробивает и отключает критическое мышление собеседницы за первые минуты общения. Не стоит забывать и о том, в какой информационной среде ежедневно формируются наши нейронные связи. Литература и кинематограф на протяжении столетий активно продают нам один и тот же очень красивый, но разрушительный миф. Вспомните классическую литературу или самые популярные современные сериалы. Грубый, опасный, эмоционально сломленный герой встречает тихую, правильную девушку, и ее невероятно чистая любовь чудесным образом исцеляет всех его демонов. Мы растем на этих историях. Наш пластичный мозг глубоко усваивает этот романтический паттерн как реальный рабочий сценарий. Мы ждем такой же яркой киношной развязки в своей собственной жизни, совершенно забывая о том, что в реальности глубокие нейробиологические структуры личности другого человека никогда не перестраиваются просто от одного факта наличия хорошей и любящей женщины рядом. Когда мы начинаем смотреть на феномен привлекательности плохих парней не через призму женской наивности, а через призму строгой нейробиологии и когнитивных наук, все мгновенно встает на свои места. Это непреодолимая тяга, это не признак глупости, это закономерный результат слаженной работы невероятно сложных и древних систем внутри нашей головы. Ваш эволюционный мозг все еще ищет сильные доминантные гены для выживания в суровом мире. Ваша дофаминовая система намертво подсаживается на эмоциональные качели, ошибочно принимая сильную тревогу за страсть. А нейронные связи, бережно выстроенные в глубоком детстве, заставляют вас снова и снова бессознательно выбирать именно тот тип отношений, в котором вам привычно и понятно бороться за крупицы чужого тепла. Это по-настоящему мощный и красивый в своей сложности механизм, который многими тысячелетиями безотказно помогал нашему виду выживать. Но в современных реалиях безопасного мира он часто дает сбой, загоняя мозг в ловушки изнуряющих и разрушительных отношений.